Добрый день, мои дорогие студенты, как вас дела? My name is Natalie, welcome to my channel Natalie Practical Russian, where you can improve your Russian. In this video I'm going to give you the Russian verb представлять. In English this verb has several meanings, as imagine, represent and so on. I'll explain you how to use this verb correctly and I'll give you some phrases, okay? What we can't imagine? For example, now I'm living not far from the sea that I could not have imagined a year ago. Yeah. What we can't imagine. Keep watching this video. And I also have some material that you can use. One of them you can get for free. This book has common Russian phrases, find the link below and receive an email with this material. You can support me on Patreon. I have some materials. I upload the transcript that you can use to improve your Russian, and I do online classes. You can book a lesson with me and improve your speaking, your conversational Russian. And now, what we can't imagine. Let's get started. Ой, вы не представляете, как здесь тихо, спокойно. У меня кофе. Ой, очень вкусный кофе. Но я думаю, вы представляете, сейчас во многих странах можно купить вкусный кофе. И я иду к морю. Я и представить себе не могла несколько лет назад, что я буду каждый день ходить к морю, пить там кофе и наслаждаться видом. Но вот оно случилось. Видите, как красиво? Это Черное море. Не знаю, вы когда-нибудь были на Черном море? Конечно, это не так красиво, как на картинках. Ой, представляете, как много камушков? Как много цветных камушков. Ой, вы представляете, какое синее море. Море синее-синее. А еще там далеко я вижу горы. Вы представляете, как красиво. И они немного белые, да? В горах снег, возможно. Ой, вы даже не представляете, как это красиво. Какая красота! Кто бы мог подумать, что я буду каждый день ходить к морю, покупать вкусный кофе, пить этот кофе у моря. Прекрасно. Я и представить не могла, что такое возможно. Конечно, я об этом мечтала, я представляла это у себя в голове много раз. Я думала, как было бы прекрасно жить где-то в спокойном месте, где-то у моря. И вот сейчас воля. Конечно, я не буду здесь долго, но я наслаждаюсь каждым днем, я наслаждаюсь каждым своим кофе. Вот так я обычно сижу на камушках и отдыхаю. Лучше сказать, я наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь шумом моря. И не только я так делаю. Я видела много людей, и обычно они одни, да, это одна девушка или один молодой человек. Они тоже сидят у моря. Возможно, кто-то читает, возможно, кто-то просто думает о чем-то, возможно, кто-то мечтает. Шум моря, он успокаивает. И каждый день я хожу к морю. Мечтаю о чем-то. Могу вам рассказать немного, о чем я мечтаю, что я представляю у себя в голове. Например, я представляю берег моря, что я сижу на террасе в доме. У меня есть дом, и у этого дома есть терраса. И я сижу на этой террасе с компьютером. Я работаю, не знаю. Вот такое у меня представление своей идеальной жизни. Играют мои дети. Они играют на террасе. Нет, лучше, если они играли бы в саду.
Да, дети играют в саду, значит, у меня есть сад. Ну, хорошо, в доме есть сад, и дети играют в саду, я сижу на террасе, у меня есть муж, но где муж? Муж на работе, муж работает. Вечером мы сидим в гостиной, мы смотрим фильм, но дети не будут смотреть фильм, дети не могут сидеть долго на одном месте. Или дети смотрят мультфильмы. Нет, лучше, если дети спят. Дети уже спят, и мы с мужем смотрим вместе какой-то фильм, мы разговариваем, все прекрасно. У нас дом, где есть гостиная, у нас есть терраса. Утром я могу работать на этой террасе и смотреть на красивый вид. Море успокаивает. Я думаю, поэтому люди мечтают жить у моря. Вот такие у меня мечты. Иногда я представляю себе, как я выступаю перед публикой, у меня какой-то важный, интересный проект, и я рассказываю о чем-то важном. Я представляю себе, как я даю речь. Не речь, лучше, как я рассказываю о чем-то интересном. Да? Вы знаете, я говорила, что у меня есть страх. Я боюсь выступать перед людьми, у меня есть страх выступать перед публикой, но в своей голове я представляю, как я это делаю. Да? Иногда я представляю, как я выступаю где-то перед публикой, иногда я представляю свою идеальную семью, иногда я представляю, как я живу в новой стране. Я думаю, когда мы представляем что-то, мы это визуализируем, и нам легче сделать это. У нас меньше стресса. Чтобы уменьшить стресс, нужно представлять этот момент. Конечно, в реальности все по-другому. Возможно, мы можем представить, каким будет наше будущее. Мы можем. Каким будет наше будущее? Я даже не могу представить, что будет через 100 лет, например. Возможно, это будет как в фильмах, машины будут летать, все будет автоматизировано. Мне кажется, мы уже идем к этому. Но все равно трудно представить, что будет в будущем. Мы можем представлять что-то, но мы точно не знаем. Обычно мы представляем что-то у себя в голове. У нас какие-то картинки, и мы думаем, что мы хотим, как мы хотим. Но что мы представляем из себя в жизни? Что я представляю из себя в жизни? Я надеюсь, я неплохой учитель. Когда я знакомлюсь с новыми людьми, я обычно представляюсь. Нам нужно представиться, когда мы знакомимся с кем-то. Нам нужно сказать, вам нужно сказать, как вас зовут. Когда я представляюсь, я говорю, как меня зовут. Еще в последнее время я говорю, откуда я. Потому что люди спрашивают, когда вы представляетесь на работе перед людьми, нужно сказать, как вас зовут и, возможно, вашу должность. Да? Или в каком отделе вы работаете. Люди обычно представляются на конференции или, не знаю, в университете профессор представляется, что он профессор такого-то университета. Да? И он говорит, как его зовут. Таким образом, мы представляемся. Мы что-то представляем у себя в голове, и также мы представляем из себя что-то в реальности. Это кто вы, как вас зовут, где вы работаете, какая у вас должность. Ну, это если вам нужно представиться на работе. Если вы представляетесь перед людьми, можно сказать просто, как вас зовут. Да и все. Немного устала и замерзла. Все-таки сейчас зима, и у воды холодно. Ой, вы не представляете, какая голодная. Я сегодня не ела.
Завтракала немного, да. Пока солнце, хотела насладиться морем. Сейчас пойду домой. Буду обедать. И сейчас я хочу повторить для вас еще раз эти фразы и объяснить разницу. Представлять, представить. Первое, когда мы представляем что-то у себя в голове. Значит, представлять значит визуализировать. Вы думаете о чем-то, вы представляете какие-то картинки у себя в голове, вы визуализируете. Второе, когда вы представляете что-то в реальности, вы представляете какой-то проект, вы представляете свою работу, вы представляете что-то перед публикой. В этом случае представлять значит показывать. Вы показываете что-то другим людям. Следующее. Представлять кого-то кому-то. Когда вы представляете человека другому человеку. Например, я представила свою подругу своей маме. Значит, я познакомила их. Или он представил свою девушку своей семье. Он познакомил свою девушку со своей семьей. Представлять кого-то кому-то. Следующее. Представляться, когда мы представляем себя. Когда мы представляемся, мы говорим, как нас зовут и, возможно, должность. Если вы представляетесь на работе, вам нужно сказать, из какого вы отдела и как вас зовут. Еще раз. Представлять что-то у себя в голове, визуализировать, думать о чем-то. Второе, представлять что-то в реальности, значит показывать что-то, представлять проект. Третье, представлять кого-то кому-то, значит знакомить кого-то с кем-то, знакомить друга со своими друзьями. Да? И последнее, представляться, представиться, когда вы рассказываете, кто вы, откуда вы, или какая у вас должность, из какого вы отдела. Надеюсь, это понятно. Write your example with this verb представлять. What do you imagine in your head? Have you ever represented your work in front of people? I'm looking forward to seeing your examples. Leave a comment, okay? Feel free to download my free material if you haven't done it yet. This book has the common Russian phrases. Or if you want to make your Russian better, faster, you can use my other materials. I upload transcript and audio files. So if you subscribe to my Patreon, you can use these materials. I believe it works. Yeah. And I do online classes. Find the link below with my classes. Yeah, that's it for today. I hope it was useful. Спасибо, увидимся и хорошего дня.